Канал Валерия Табакова представляет, как получить жилье в Болгарии. Гуманитарная программа 2025 года для украинцев. Привет, друзья! Я Валерий Табаков, юрист. Это видео создано специально для украинцев, которые приезжают в Болгарию после 31 мая 2025 года и которые хотят получить поддержку по гуманитарной программе для лиц с временной защитой. Программа дает бесплатное жилье, помощь с работой, образованием, здравоохранением и многим другим. Я подробно объясню, как работает программа, кто может участвовать, как правильно заполнить формуляр приложения номер 1 и какие шаги предпринять, чтобы все получилось. Итак, поехали. Что такое гуманитарная программа? Гуманитарная программа поддержки и интеграции – это помощь для украинцев с временной защитой в Болгарии. Она действовала до 30 апреля 2025 года и продлена, но в новом варианте. А временная защита продлена до 4 марта 2026 года на основании решения Евросоюза, исполнительное решение ЕС 2024/1836, а также болгарского закона о предоставлении убежища и беженцах. Временная защита будет продлеваться и далее, если будет продолжаться война в Украине. И вот все эти нормативные документы, то есть временная защита плюс программа гуманитарной поддержки, означают, что вы можете получать поддержку до конца срока защиты, временной защиты, если правильно оформите документы. Что дает программа? Во-первых, бесплатное жилье в отелях или других местах из Национального туристического реестра. Во-вторых, интеграцию, доступ к врачам, школам, работе и социальным услугам, чтобы вы могли начать новую жизнь. Все это координирует Агентство социальной поддержки, АСП. Так что вы можете быть уверены в прозрачности процесса. Для новоприбывающих после 31 мая 2025 года важно сразу подать заявку, чтобы не упустить помощь по гуманитарной программе. Кто может участвовать? Чтобы получить помощь, вам нужно, во-первых, иметь регистрационную карту иностранца с временной защитой. Это ваш главный документ, который выдает Государственное агентство по делам беженцев. Без него участие в программе невозможно. Кроме этого, нужно относиться к одной из двух групп. Первая – обычные заявители, зарегистрированные после 31 марта 2022 года, не из уязвимых групп. И тогда вы получите жилье на 60 дней однократно. Это, например, взрослые, без особых обстоятельств. И вторая группа – уязвимые категории граждан. Для вас жилье и поддержка доступны до 4 марта 2026 года, если вы подтвердите свой статус. Ну а поскольку временная защита будет продлеваться с продолжением войны, то и, соответственно, и условия программы тоже позволят вам пользоваться и до конца срока действия временной защиты. Кто входит в уязвимые группы?
Во-первых, дети до 12 лет с одним родителем. Например, мама с ребенком 8 лет. Дети 12-16 лет с одним родителем, если только они не учатся в школе по независящим причинам, но вы подали заявление в школу. Беременные женщины после 3-го месяца с медицинской справкой из Болгарии. Люди с постоянной инвалидностью или психическими заболеваниями, подтвержденными болгарскими органами, например, через ТЛК. Лица, ухаживающие за тяжело больным родственником, который полностью зависит от них. Люди старше 65 лет. Супруги или дети из этих категорий. Например, супруга 62-летнего пенсионера старше 60 лет. Лица, подавшие на медицинскую экспертизу, ТЭЛК, с входящим номером и эпикризой. Почему это важно? Если вы в уязвимой группе, вы получаете жилье не на 60 дней, а на весь срок защиты. Но для этого нужен формуляр, приложение 1, о котором я расскажу дальше. Если вы обычный заявитель, вам все равно стоит подать заявку, чтобы получить хотя бы 60 дней жилья. Какая помощь доступна? Программа делится на 2 направления: гуманитарная помощь и интеграция. Давайте разберем поподробнее. Гуманитарная помощь, жилье. Основная поддержка – это бесплатное жилье в отелях или других местах, зарегистрированных в Национальном туристическом реестре. Стоимость покрывается государством. 16 левов 43 стотинки в день, без НДС. 17 левов 91 стотинка в день с НДС 9% для категоризированных объектов. Или 19 левов 72 стотинки с НДС 20% для некатегоризированных. Обычные заявители получают жилье на 60 дней, а уязвимые группы пока до 4 марта 2026 года. Когда помощь могут остановить? Если вы уехали из Болгарии больше, чем на 30 дней подряд. Если вы отказались от временной защиты или она аннулирована. Если вы отсутствовали меньше 30 дней без уважительной причины, например, лечения или смерти родственника. А также в случае смерти. Надеюсь, это не ваш случай. Лайфхак. Если планируете выезд, обязательно уведомьте межведомственную рабочую группу. Например, если едете на лечение, сохраните справки. Если отсутствовали без причины, подготовьте документы с переводом на болгарский. Это спасет вашу помощь. Интеграция. Как стать частью общества? Программа помогает не просто выживать, а жить полноценно. Здоровье, доступ к врачам, вакцинациям, включая COVID-19, выбор семейного врача. Образование, запись детей в детсады и школы, курсы болгарского языка, поступление в вузы. Работа. Бюро труда предложит вакансии, обучение, профориентацию, иногда стипендии. Социалка, пособия, услуги для детей, психологическая поддержка. НПО. Болгарский Красный Крест и украинская община
помогут с переводом, ваучерами на еду или вещи. Важно, если вы получаете жилье, будьте готовы участвовать в интеграции, учить язык, искать работу или записывать детей в школу. Это условие программы, чтобы вы адаптировались. Как подать заявку? Пошаговая инструкция. Самое важное, как получить помощь. Процесс разбит на шаги, и вы увидите сейчас все детали. Первое. Получите регистрационную карту. Как только приехали в Болгарию, обратитесь в Государственное агентство по делам беженцев, например, в транзитный приемный центр ТПЦ в городе Елхово, улица Четалджа, 2. Там вам выдадут регистрационную карту с временной защитой. Это ваш ключ к программе. Второе. Зарегистрируйтесь в ТПЦ. В центре запишут ваши данные: фамилию, имя, отчество, номер карты, дату рождения, адрес в Украине до отъезда. Эти данные передадут в межведомственную рабочую группу, которая занимается программой. Если вы обычный заявитель, вас направят на жилье на 60 дней. Но если вы хотите долгосрочную помощь, переходите к следующему шагу. Третий. Заполните формуляр, приложение номер 1, если вы из уязвимой группы. Вот пример, как он выглядит. Это документ, где вы указываете личные данные, фамилию, имя, отчество, номер регистрационной карты, дату рождения, адрес в Украине, например, город Киев, улица Шевченко, 10, данные семьи, фамилию, имя, отчество и возраст детей, учатся ли они. Например, Иванов Петр, 10 лет, не учится, заявление в школу подано. Если есть супруг или супруга, указываете их данные. Категория уязвимости. Отметьте, к какой группе вы относитесь. Например, да, ребенок до 12 лет. Или да, беременность после 3-го месяца. Согласие. Подтвердите, что разрешаете обработать ваши данные для программы. Без этого формуляр не примут. Например, Анна Иванова с сыном Петром указала категорию «ребенок до 12 лет». Пишите четко, чтобы данные совпадали с вашей картой. Приложите документы. Регистрационную карту, международный паспорт, украинский документ, удостоверяющий личность, свидетельство о рождении детей для категории с детьми, медицинские справки о беременности, инвалидности или психическом заболевании, выданные в Болгарии, например, через ТЭЛК или ЛКК. Если подали на медицинскую экспертизу ТЭЛК, приложите заявление с входящим номером и эпикризу. Ключевой момент. Все документы должны быть переведены на болгарский язык. Если не знаете, как это сделать, обратитесь к НПО, например, Болгарскому Красному Кресту. Они помогут с переводом. Куда подать формуляр? Во-первых, его нужно взять. Например, в ТПЦ, в Елхово на улице Четалджа, 2, или в дирекции «Социальная поддержка», или в отделении АСП. НПО, такие как Болгарский Красный Крест, тоже выдают формуляры и помогают их заполнить. Куда подать формуляр? В ТПЦ или АСП по месту пребывания. Например, если вы в Софии, идите в местное отделение АСП. Когда подавать? Сразу после получения временной защиты, чтобы не терять время.
Для новоприбывающих после 31 мая 2025 года это особенно важно, так как срок подачи для старых участников уже прошел. Подача занимает несколько минут, но готовьтесь заранее. Перевод документов может занять время. Что происходит после подачи? Дирекция «Социальная поддержка» проверит ваш формуляр за 14 дней. Они могут запросить дополнительные документы или привлечь НПО для проверки, например, Болгарский Красный Крест. Межведомственная рабочая группа распределит вас в жилье, учитывая ваше здоровье и потребности. Например, если у вас есть ребенок или инвалидность, вас направят в подходящее место. Уведомление придет письменно через ТПЦ в течение 30 дней. Следите за почтой или уточняйте в ТПЦ. Если подали на медицинскую экспертизу ТЭЛК, не забудьте сдать экспертное решение в АСП в течение 7 дней после его получения. Транспорт. Обычно вы добираетесь до жилья сами, но если вы пожилой человек или с тяжелым состоянием, транспорт организует областной управитель. Что будет, если не принять жилье? Если вы откажетесь от предложенного места в течение 10 дней, оно аннулируется. Повторно податься можно только при новой уязвимости. Например, если появится медицинская справка. Не нашли формуляр? Есть контакты. Звоните на горячую линию +3 59 29 05 55 55 или +38 0322 465 075. Проверяйте сайт ukraine.gov.bg. Там могут выложить образец. Или обратитесь в ТПЦ, АСП или к НПО. Как получить интеграционные меры? Чтобы адаптироваться в Болгарии, используйте следующее. Для здоровья. Запишитесь к семейному врачу. Получите доступ к вакцинациям или лечению. Обратитесь в поликлинику или Национальную кассу медицинского страхования. Для образования. Запишите детей в детсад или школу. Подайте заявку на курсы болгарского языка или поступление в вуз через Министерство образования. Работа. Бюро труда поможет с вакансиями, профориентацией, обучением, иногда дают стипендии на курсы. Социалка. АСП предоставляет пособие, услуги для детей, психологическую поддержку. НПО. Болгарский Красный Крест и украинская община помогут с переводом документов, ваучерами на еду или вещи, а также с психологической поддержкой. Ключевой момент. Если вы получаете жилье по программе, активно участвуйте в интеграции. Например, начните учить болгарский или подайте документы на работу. Это не только условия программы, но и ваш шанс быстрее адаптироваться. Лайфхаки для новоприбывающих. Чтобы не попасть в ловушку, подавайте формуляр в приложение 1 сразу после получения регистрационной карты. Не ждите, иначе рискуете остаться только с 60 днями жилья. Переводите все документы на болгарский. Например, свидетельство о рождении ребенка или справку о беременности. НПО помогут с переводом бесплатно или недорого. Уведомляйте о выезде из Болгарии. Если уезжаете на лечение или по другой уважительной причине, сохраняйте документы и сообщайте рабочей группе. Если подали на ТЭЛК, следите за процессом и подайте решение в АСП в течение 7 дней.
Это важно для подтверждения инвалидности. Используйте ресурсы. Сайт Ukraine.gov.bg, горячая линия, НПО. Нужна юридическая помощь? Национальное бюро по правовой помощи консультирует бесплатно. Итого, подводим итог. Друзья, гуманитарная программа – это ваш билет к стабильной жизни в Болгарии. Для новоприбывающих после 31 мая 2025 года главное – получить регистрационную карту и подать формуляр приложения номер 1. Как его заполнить, мы уже с вами разбирали. Фамилия, имя, отчество, данные детей, категория уязвимости. Какие документы приложить, тоже мы показывали. Куда подавать, тоже мы рассказывали. После подачи следите за уведомлениями на сайтах или через другие ресурсы. Активно участвуйте в интеграции, ищите работу, учите язык, записывайте детей в школу. Если что-то непонятно, звоните, пишите, сканируйте QR-код для сайта Ukraine.gov.bg. Остались вопросы? Пишите в комментариях или свяжитесь со мной напрямую. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео с полезной информацией. Вместе мы справимся. С вами был юрист Валерий Табаков. До скорой встречи и берегите себя.